Всем привет, и вы на канале Toy House. Сегодня у нас интересная новиночка на обзоре от компании Технопарк. Это, ребяточки, УАЗ Патриот в масштабе. Ну, написан 1.26, по факту может быть и 1.24. В общем, вот такой вот в синеньком цвете. Если ты вдруг впервые на канале, то подписывайся и ставь лайк, пиши комментарий. Вскрываем. Где купить такую можно, за сколько, все расскажу в видео. Смотри до конца. В общем-то, вся информация тут будет. Достаем. Баба, я подготовился, ребята. Все у меня посерьезке. Отверточка готова. 4 винтика со светом, звуком будет данная модель. В общем, сейчас ставлю на паузу, откручиваю и продолжаем. Ну что ж, вот она, наша модель, выполненная, ребята, из металла. Сразу могу сказать, есть открывающиеся элементы. И об этой модели мне написали мои подписчики в Телеграм. Если ты вдруг не подписан в Телеграм, подписывайся, можешь написать туда боту, какую модель для тебя снять, и я обязательно попробую это сделать. Есть модели еще, которые я не снял, подписчики писали, но я некоторые просто не могу найти. Итак, здесь у нас фишечка, которая защищает батарейки, чтобы они лишний раз не срабатывали. Ну и давайте нижнюю часть выглядит вот так вот, сразу посмотрим, да. Ну, проработки особой нету, зато я вижу УАЗ Патриот надпись, лицензионная модель по лицензии УАЗа сделана. Инерционный механизм присутствует, резиновые покрышки на колесах, имитация литого диска. Открываются у нас две двери здесь, капот у нас, капот, опа. В общем, вы поняли, да, при нажатии на передние колеса у нас срабатывает звук. Капот у нас открывается и, по-моему, да, открывается. И вы посмотрите, обратите внимание, насколько здесь нету зазоров. То есть я сначала подумал, что он не открывается, а он на самом деле открывается. Вот так, наверное, проще сделать. Даже вот реально не подхватить. Так, открываем капот. И давайте сразу посмотрим, что тут у нас по двигателю. Ну, двигатель имеет проработку. Даже очень похоже. Знающие специалисты, кто гоняет на УАЗиках, напишите, похож движок или нет. Но мне кажется, похож и довольно-таки очень даже. Значок УАЗ у нас на передней части. Оптика у нас пластиковая. Посмотрите, здесь даже проработан внутри светодиодный фонарь, как у современных УАЗиков. Вот она, ленточка идет. Поворотнички оранжевым цветом выделены. И переходим, давайте на заднюю часть сразу посмотрим. Запаска. УАЗ Патриот. Дворник аккуратный на лобовом, на заднем стекле, не на лобовом. Дверка у нас открывается вот сюда. И вот такой вот огромный просто багажнище. Багажнище, да. Мне кажется, настолько он большой, сюда можно какую-нибудь... Я сейчас ради прикола, смотрите, попробую сделать. А, нет. Ну, нет. Окошечку не засунут сюда. Ну, АК у нас в 43-м масштабе, соответственно, это у нас масштаб поболее. Так, закрываем дверку, открываем задние. Дверные карты присутствуют. Так, давайте сразу эту перейдем. Лючок бензобака видим, да? Сделан. Ну и передняя часть. Так. Ух ты. Салон прям классно сделан. Смотрите, даже сереньким покрашены воздуховоды. И торпеда, смотрю, окрашена. Открываем эту дверь. И по идее она должна вот светиться. Сейчас я попробую сделать. Нет, она не светится. Свет у нас только на задней оптике получается и на передней. Противотуманки у нас окрашены просто серебряной красочкой. Сверху у нас люк и рейлинги, которые сделаны отдельной деталью. Колеса неповоротные. В целом достаточно классная модель. Стоит она 2000 рублей. Я думаю, стоит своих денег. Она большая реально. Сделана добротно, качественно. Поэтому как бы советую. Купить можно либо в интернет-магазинах, либо в любых, мне кажется, магазинах игрушек можно поискать.
Такой вот видос сегодня получился. Если понравился, ребята, то ставьте лайк, пишите комментарии. Обязательно, нравится или не нравится. Напишите мне в Телеграм, какую модель снять. Ссылка на него есть в описании канала. Все. С вас лайкос, с меня видос. Всем пока. И всем, самое главное, конечно же, добра.